Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Давайте посмотрим сегодня глубокое потоковое чтение Таро на мысли, чувства, планы и действия загаданного мужчины или партнера по отношению к вам. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, в отношениях. И мы посмотрим, что говорят карты Таро сегодня в отношении вашего будущего, ваших отношений, что происходит, что было, что есть, что будет, мысли, чувства, планы и действия. По традиции начнем с того, что происходит в ваших отношениях, посмотрим, почему он появился в твоей судьбе. И погрузимся в энергетику ваших отношений, что происходит между вами на самом деле, здесь и сейчас. И действительно происходят какие-то тайны, какая-то, может быть, мистика, магия, в общем, secrets. То есть, что происходит между вами на самом деле. Не пойми что, чертовщина какая-то, может быть, действительно какие-то магическо-мистические моменты, где вы действительно не понимаете, что происходит. Может быть, эти отношения сейчас находятся в стадии секретов, да. Вы, может быть, друг от друга что-то скрываете, может быть, действительно отношения видятся вам обоим как какая-то загадка, да, мистерия, вот так вот давайте скажем. Знаете, вот эти отношения до сих пор не завершились, потому что вы сейчас проходите стадию такую выносливости. Вам, вы закаляетесь, да, вы оба закаляетесь в борьбе. То есть эта связь до сих пор не завершилась, потому что вы еще не закалили в себе навыки терпения один к другому. Друг к другу вы не научились терпеть друг друга, слышите, да? То есть, почему эта связь до сих пор не завершилась? Потому что ваша воля в борьбе не закалилась. Вот так. И смотрите, видите, какая энергия сейчас управляет этими отношениями. Карта-то энергетическая. А вот ответ сразу, да, карты дают ответ, что вы сейчас, да, вас свела судьба, да, вот энергия, управляющая этими отношениями, вас свела для чего вас сейчас свела судьба, вот так даже, да, для того, чтобы вы смогли отстоять или научиться отстаивать каждый свою позицию, вот так. То есть какая энергия вас ведет навстречу друг другу? Энергия умения отстаивания своей позиции и умения вести диалог в противоречии. Понимаете, да, вот как энергия. То есть какая энергия вас снова свела, да. Энергия бунта, энергия мятежа, да, энергия сопротивления. Между вами идет какой-то тайный спор, какие-то тайные разборки. Поэтому смотрите, что сейчас происходит. Тайна, которая до сих пор не завершилась, потому что вас ведет энергия борьбы. И для чего эта энергия вас сводит? Для того, чтобы вы смогли, давайте так сказать, противостоять один другому. То есть, по сути, между вами конфликт, я вижу, да, вот так вот. Между вами конфликт, а почему? Мы не знаем, да, вот так. Давайте все-таки, для чего вы идете... Для чего вас объединяет? Для того, чтобы вы могли противостоять друг другу в бунте в неком. А вот какая энергия вас ведет? Осталась карта на столе, да? Какая энергия вас ведет? А энергия эгоизма. Каждый в отношениях думает здесь о себе. С одной стороны, это и правильно, но я так скажу. Сейчас отношениями управляет мужская энергия или энергия вашего эго. Энергия петуха, энергия эго. Но, тем не менее, это энергия чего-то нового. Петух – это о чем-то новом. А давайте все-таки понятно, что энергия мужская, энергия эгоизма
каждый за себя. Давайте просто вот вернемся к этой карте и спросим, а что от ваших глаз скрыто, чего мы не видим? Что скрыто от ваших глаз? Что это за секрет такой? Ой, здесь карта такая, знаете, это карта детерминации, да, такой разделение, да, какой-то... Это разъединение, это детерминация. Слушайте, я вам так скажу, у вас кто-то detachment, разъединение. То есть, что мы не видим? Мы не видим разъединение. То есть, смотрите, по сути, я вижу мощную энергию, мощный конфликт. Смотрите, борьба, мятеж и эгоизм. А скрыто разъединение. То есть, по сути, за вашим конфликтом скрывается, за вашей ссорой, рассоркой скрывается разъединение. То есть, вы сейчас находитесь в стадии разрыва, но ведете при этом борьбу. Вот как выходит. Но давайте дальше смотреть. Но смотри, все равно между вами есть скрытая родственная связь, и ты его продолжаешь чувствовать, потому что все-таки либо любишь, либо имеется такая как бы связь на глубине души по раку, да, связь по раку. И вы друзья, как минимум. Поэтому ты и продолжаешь чувствовать его, потому что вы все равно как бы друзья. Как бы вы ни ссорились, вы все равно друзья. Friendship. Это дружба. Поэтому ты и продолжаешь его чувствовать, потому что вы друзья. Ну, как минимум, друзья, да? Хорошо, вы как минимум друзья. И вот сразу карта просится, а есть ли между вами какая-то особая связь, да? Выпадает аркан защиты, и такое ощущение, что вы, как бы у каждого из вас, вот благодаря этому эго, благодаря бунту, есть какая-то некая стена, защита. Ну, она есть, но она выстроена, это особая связь на каких-то заборах, кордонах, да, стенах. То есть особая связь между вами, она как минимум, ну, может быть в сопротивлении. Понимаешь, тем не менее, это особая связь. Может ли это как бы любовь быть? Да, но она в конфликте порождается у вас, видишь? Интересно, пока так идет. Но тем не менее, смотри, рядом с тобой идут рыбы. И эти рыбы, солнце в рыбе. То есть это видение или ясновидение. То есть с его энергетикой рядом с тобой происходит некое такое прояснение. Он когда даже с тобой, ну, если и конфликтует, и если дружит, он как бы прозревает, он начинает видеть мир по-другому. Ну и, возможно, и ты, когда вместе с ним начинаешь видеть мир другими глазами, другими красками. И когда ты с ним, ты получаешь какие-то инсайты и начинаешь и видеть мир по-другому, и взаимодействовать с миром как-то иначе. Интересно, да? Ты знаешь, прямо сейчас начинает меняться и изменяться само сопротивление. Возможно, прямо сейчас начинает меняться вот эта вот карта, вот эта вот карта, вот эта карта. И прямо сейчас начинает меняться та ситуация конфликта, которая была между вами. Окей. И смотри, высшие силы вас подводят к ситуации, где вы приближаетесь к идеалу, ну или к идеальным отношениям, но до этого нужно, возможно, дойти через некую борьбу. Или через некое сопротивление, или через конфликт интересов, или через конфликт эго вашего. Окей, ну смотри, мы и так глубоко погрузились в то, что происходит между вами. Давай немножечко заглянем, что происходит в его голове, да, в его мысли. Вот чаще всего он думает и развивает какие-то теории, какие-то домыслы, какие-то размышления в его голове. То есть он очень много думает про ваши отношения. И делает он это тайно. Он такой задуманный какой-то, да, загаданный, сам в себе на уме. А он думает чаще всего, развивая некие теории. Да, вот такая шизотика в его голове. То есть
с одной стороны, это хорошо, что он очень много тайно думает, а с другой стороны, что он там себе надумал в голове, фиг его поймешь, у него там условно голова как силиконовая долина, да, раньше говорили голова как дом советов, а мне сейчас нравится голова как силиконовая долина, да. Если тебе резонирует, пиши в комментарии, да, так он там себе в голове надумал себе или нет. То есть, по сути, о чем он чаще всего думает? Чаще всего он развивает некие теории ваших отношений. Да? Это вот карта именно домыслов, фантазий, теорий вот, и гипотез каких-то, да? Догадок. Да? То есть он догадывается, но это догадки. То есть он может только догадываться, но не уточнять эти моменты. Вот в этом и есть проблема. И этих догадок сильно много. Да? То есть теория есть, а конкретики и практики не хватать может быть. Да? Я теоретик, но не практик. В теории знаю, как это будет, а на практике мне ходов не хватает. Да? Вот у него точно так может быть. Хорошо. Ну, отсюда и просится, вот, что не дает ему покоя, да? Какая мысль о тебе ему не дает покоя. Прям напрашивается, да? Очевидная причем мысль. А ему не дает покоя, насколько ты самостоятельна и независима, да? Насколько твоя самостоятельность и независимость будет здесь проявляться, насколько он может тебя себе подчинить. Что он пытается понять в этой истории, а вот он и пытается понять, сможет ли он управлять тобой, и сможешь ли ты быть зависимой или зависимым от нее или от него. Ну, тут уже смотря с какой точки зрения ты смотришь. То есть, по сути, он пытается понять в этой истории, сможет ли он в этой ситуации управлять. Манипуляция, да. Ну, тайно, скрыто или открыто, да. То есть, тут уже смотри. Я так думаю, что он как-то пытается тайно, ну, или скрыто тобой управлять, неявно, да. По Скорпиону все-таки. Но, тем не менее, свои чувства он объясняет себе. Свои чувства он объясняет как гармоничные. То есть его как бы у него много домыслов не было, ну, ему более-менее внутри себя по отношению к тебе комфортно. Хорошо или плохо? Ну, неплохо. Да, у вас вот эти три карты, они очень конфликтные. Но, тем не менее, да, внутри него пока что все, ну, более-менее гармонично, да, то есть какого-то диссонанса внутри не происходит при этом, да, особенно когда у него много домыслов. Ну, хорошо. Ну, видишь, от окружающих он скрывает, что он сам себе на уме и что он сам себе выстраивает какую-то логику. То есть он развивает эти отношения по своему сценарию, и об этом сценарии он тебе не говорит, он не делится со своими планами и сценариями на будущее. Вот в чем проблема. И поэтому он сценарии скрывает от окружающих, в том числе и от тебя. Но вот он боится признаться самому себе в том, что его все равно что-то тревожит и как бы возбуждает. Да? Тем не менее, его что-то тревожит и возбуждает. И видишь, он ваши отношения сегодня оценивает как некое, ну, как некие претензии. Да? То есть он оценивает ваши отношения как assertion. А assertion — это всегда притязания какие-то, да, какие-то доказательства, попытка доказать или отстоять какую-то свою позицию. Видишь, тут дракон и воин, да. Притязание, утверждение или, может быть, где-то даже суждение, да, какое-то. Ну, давай так скажем, отстаивание своей позиции. Вот. Поэтому он оценивает ваши отношения как попытка один другому доказать, кто прав, кто сильнее, кто слабее, да, кто сможет друг другом управлять. Все, вот мы выходим на ситуацию, что как минимум ваш партнер в этой ситуации пытается навязать свои правила и делает это не открыто, не рассказывая о своих планах, о своем порядке, о своем видении, да. У него видение идет по раку, а оно получается как бы скрытое. Но, тем не менее, из прошлого он вот как бы видит в прошлом какую-то заботу, гармонию, здоровье. То есть прошлое этих отношений ваших, оно для него гармонично здраво. То есть особо плохого чего-то он не видит.
Здоровье есть здоровье, да, ну это хорошая карта, как бы о заботах, об излечении. Может быть, он как бы надеется наивно или не наивно излечить прошлое, да. Поэтому из прошлого, в прошлом он видит что-то здоровое или здравое. Но его мучают сомнения, сможет ли он восстановить эти отношения, укрепить их, да. Вот какие сомнения его мучают, это связи и романы, да, то есть он сомневается, как бы где-то тонко сомневается в отношениях в этих, но тем не менее, да, связь есть. Поэтому он, ну, как бы больше про его... У него есть сомнения о прошлых, как минимум, связях, да, ваших, а может быть, он сомневается, а нужны ли были ему еще какие-то связи, да, какие-то вот тайные, может быть, амурчики, видишь, эти амуры у нас выходят на эту тайную карту, да, на первую я их сдвинул, там у нас была вот эта карта секретов, да. То есть, если у него были какие-то секретные похождения, то он может сомневаться об этом, ну, как бы, а зачем мне это нужно было, да, не ошибался ли я. Вот давай посмотрим вот эту карту и спросим, вот какие или какое решение постепенно созревает в его голове. Постепенно. Да, он концентрируется, и он хочет обозначить для себя именно какую-то цель. Одну цель, не двойную цель, да, тут близнецы, а он хочет какой-то конкретики, чего-то одного, сосредоточиться на чем-то одном или на ком-то одном. Поэтому в его голове постепенно созревает цель, с кем я буду, с кем я останусь. Да, скорее всего, у него может быть, ну, какой-то мимолетный роман был, или куда-то он там зашел, я кажуть, зайшов у гречку, да. А теперь думает, а надо ли мне это продолжать? Окей. Давай посмотрим его чувства. Что происходит в его сердце, да, немножко. Что с головой тут, понятно, есть, ну, мне кажется, что есть некие такие свои там, свое кино, да, свои теории, которые разрывают вас, да, разобщают. Вот смотри, он... Прямо сейчас он по отношению к тебе чувствует некое спокойствие, но при этом он пытается сделать выбор. С тобой, не с тобой, уйти или остаться, вот такое, да? Он делает именно выбор свой. Поэтому он чувствует, что надо выбирать. И, возможно, он чувствует, что выберет это именно тебя. Но тут между тобой и не тобой 50/50. Поэтому он, ну, чувствует, с одной стороны, единение, а с другой стороны, разъединение. Но в этом, возможно, и есть смысл вот этой карты, да. Вот для него сейчас главная эмоция – это как бы сможешь ли ты приспособиться к этому? И сможет ли он приспособиться, принять это, то, что между вами. Поэтому в нем сейчас главная эмоция – это адаптация или принятие. Он в стадии принятия чего-то. Давай посмотрим, что он втайне переживает или что он втайне пытается принять. Но он втайне пытается принять, что ты ему не доверяешь, и где-то, может быть, сейчас, что ты осторожна. Ну и, возможно, он пытается принять, что нужно действовать осторожно, а не так вот резко, как это было между вами, да. Не давить. То есть не торопиться. Может быть, он хочет торопиться, но он себя останавливает. Почему? Потому что ты, ну, может быть, ну, ранена, да, или раненый партнер, да, или партнерша. Окей. Прямо хочу спросить у карта, вот есть ли любовь в его сердце? Но здесь идут как бы некие переговоры, да, и, ну, знаешь, как это любовь в состоянии некого торга. То есть он сам вот колеблется, да, не понимает, любовь это или нет, он не может разобраться в своих чувствах. И да, и нет. Идет такой некий глубинный монолог, диалог, да, в голове его. И это и любовь, и не любовь, да. Но, тем не менее, его привязанность к тебе
она хоть и скрытая, но она достаточно сильная. Он не может найти как бы выход из своих мыслей, и он достаточно сильно к тебе привязан. То есть, чтобы отвязаться от тебя, ему нужно разобраться в своих мыслях, а его мысли — это лабиринт. Вот еще раз я тебе говорю, что у него в голове там как бы очень много извилин. У него, знаешь, как у твоего партнера, ну, в кавычках, горе от ума, да, то есть, ну, проблема в чем? Сильно умный, да, надо быть немножечко как чуть попроще, может быть, да. Окей. Хорошо. А скучает ли он по тебе, да? То есть привязанность у него сильная. Найти выход из лабиринта ему сложно. Скучает ли? Да, он скучает, и знаешь, как бы эта скука или эти мысли о тебе, они его одолевают, он в таком в состоянии такой скучной отстраненности по тебе, то есть, да, в прострации в легкой по тебе. Прострация по тебе у него. Вот что и в нем вызывает ревность к тебе, да? Он тебя ревнует. И когда ты в компании или в группе в некой, да, он начинает тебя ревновать. То есть, что вызывает у него ревность? Что ты выходишь в мир, или когда возле тебя кто-то там, другие мужчины или другие женщины. Окей. Да, и он сильно боится тебя потерять. То есть, эта энергия, видишь, вот, боится ли он тебя потерять? Карты связаны, да, боится, сильно боится тебя потерять. И особенно его тянет к тебе, что ты, ну, такой человек упертый, рискованный, со своим как бы ключиком, со своей особенностью, со своей изюминкой, со своей перчинкой, да. Такой человек-клык, человек-медведь, человек рискованный, ну, человек упертый, да. Ты, может быть, воспринимаешься как человек, и он пытается к тебе к такому или к такой привыкнуть. Понимаешь? Выпадает риск, и особенно его тянет к тебе именно сам риск или какие-то необычные моменты, или те моменты, которых ему в себе не хватает, но они есть в тебе. И вот все сильнее и сильнее становятся некие, ну, как бы в нем по отношению к тебе становятся все сильнее и сильнее принципиальные какие-то чувства, принципиальные позиции. То есть есть моменты, от которых ты не отступаешь, и он это ценит, с одной стороны. Но с другой стороны, это же вызревает и в нем, что нужно быть более каким-то оформленным, более однозначным, более честным и идти по каким-то правилам, да, которые будут понятны не только ему одному, да. Помнишь, я говорил, он выстраивает какие-то свои правила. А еще и эти правила будут понятны, хотя бы они будут озвучены. Поэтому вот у него все сильнее и сильнее чувство о том, что он должен говорить с тобой о своих целях и о своих каких-то правилах. Говорите о том, что внутри его головы происходит. Вот услышь эти месседжи, они тебе могут помочь наладить отношения с человеком, который, может быть, тебя и понимает, но где-то боится озвучить свою позицию. Окей, сильно глубоко мы в его чувства нырнули. Да, у нас сегодня нырок такой. Давай посмотрим на его планы. Вот что он там для себя решил. Вот сразу спросим, какие планы он строит относительно тебя. Здесь прекрасная карта, это как минимум терпение, да, и по отношению к тебе он хочет не торопиться и справиться с какими-то триггерами своими, слышишь? То есть в нем, внутри него происходит какая-то позитивная работа, даже не в кавычках, а это не кавычки, это наоборот в этом контексте очень хорошая карта, в контексте вот этого расклада всего потока даже. Вот что он хочет изменить? Он хочет перестать блефовать, он хочет перестать обманывать, и он вообще хочет поменять подход к такому, ну, каким-то обманам. Да? Может, он хочет быть по отношению к себе честным, и на основании вот этой честности к себе, зеркальный мир, он будет честен и к тебе. Но тогда тебе тоже нужно быть честной по отношению к себе, к нему. И смотри, вот здесь вот, если он где-то запутался в обмане, да, в своей лжи, то он хочет вот дать себе истинно честный и правильный ответ.
Хорошо, это хорошо. Поэтому он хочет изменить подход к блефу и к обману в ваших отношениях. То есть он хочет быть более искренним и честным. А действовать быстрее ему мешает, ну, может быть, его дела, может, его организация, работа, бизнес, вот такое. Он чем-то занят, и ну, концентрация на какой-то рутине, на каком-то коллективе. Может быть, коллектив мешает ему действовать быстрее. То есть коллектив это может быть и семья, и ну, то, чем он управляет. Вот он почти принял вот это решение уже. Он хочет тебе чем-то похвастаться и что-то показать. Он тебя чем-то хочет удивить, и он уже почти решил тебя удивить. Хорошо, может быть, он планирует какую-то встречу, разговор, да, что он планирует? Так, ну, здесь он планирует тебя удивить чем-то экстравагантным. Поэтому смотри, планирует ли он встречу или разговор? Да, скорее всего, это будет совсем неожиданно и в каком-то, ну, таком месте необычном, и тема будет очень необычная. Но, тем не менее, вот готов ли он к серьезным переменам? Да, но он будет продолжать борьбу. То есть ваша вот борьба, да, ваша вот борьба и ваша вот борьба, да, здесь, они, эти карты, ну, как бы в контексте готов ли он к серьезным переменам? Да, но это все равно будет в процессе серьезной трансформации. То есть ваши отношения, они идут по борьбе, по вот выносливости, кто друг друга как бы переборет. Ну, так бывает. Могут ли отношения выстраиваться на борьбе? Могут. Могут ли они при этом быть гармоничными? Могут. То есть это трудные отношения, да, как вот противостояние религии, так и ваши отношения тоже могут быть, иметь разные точки зрения, разнополярные, да, вот такие вот. Хорошо. Давай тогда спросим, вот столько здесь борьбы, и есть какие-то тайности там, да, секреты, тайности, вот его, может быть, секретные похождения, да, вот эти вот, точнее, нет, вот эта карта секретная, да. Если, вот напрямую спросим, есть ли влияние другой женщины здесь? Не без женщин. Это карта признательности, романтики, такой какой-то признавания в любви. Да, другая женщина здесь может быть как ласточка, или как рог изобилия, или как судьба, или как вдохновение, или как соблазнительница. Да. Может быть. То есть тут надо в конкретном случае диагностировать, самому смотреть на себя, да, проверять. Скорее всего, эта женщина тут есть. Если она в твоей истории, напиши. Если ты женщина, она здесь может быть как соперница. А если мужчина, то у мужчин могут быть там по несколько женщин часто. Да. У женщин тоже часто бывает по много мужчин. Давай вот эта карта, она у нас будет отвечать уже, да, вот она идет в контексте, сюда ложится между вот этими картами. И вот мы здесь смотрели, есть ли влияние другой женщины, и эта карта уже сама по себе говорит, что он будет делать в связи с этим в ближайшее время. И он как-то поступит, знаешь, и вашим, и нашим. Как бы карта такая благотворительности, какой-то заботливости. То есть он, да, вас может ждет какая-то встреча, которая как бы продолжит борьбу, но он попытается эту борьбу так смягчить как-то, да. И он в ближайшее время, как-то проявит какую-то заботу, смягчит какой-то острый угол или грань отношений между вами. Вот ваше будущее он определяет как некую такую гибкость и способность адаптироваться и приспосабливаться друг к другу. И вот это принятие, то, что мы с тобой, да, уже смотрели, вот эта карта подтверждает эту адаптивность и принятие. Поэтому он ваше будущее как бы как стерпится, слюбится, воспринимает нас здесь и сейчас. И как бы наладится. Хорошо. Я привыкну, она привыкнет, да, или он привыкнет. А вот хочется спросить, какую роль он хочет, твой партнер, занять в твоей жизни? Он хочет быть таким, знаешь, заметным, то есть он хочет быть звездой или потешить эго некое свое, да, то есть это публичность или, как бы с одной стороны публичность, с другой стороны известность, а в третьей звездность, да, такую. Поэтому вот все-таки вы два вот таких петушка, условно говоря, или как минимум твой партнер, вот он такой вот звездный, да, такой лидер или
Может ли он быть нарциссом здесь? Да. Здесь вот эта карта, этот петух, вот эта вот карта в комбинации дают нарцисс. Но тогда либо вы два нарцисса, либо он нарцисс, а вы как бы адаптируетесь к этому нарциссу, да, хотя он как бы, может быть, скорее всего, подгибает вас под себя. Вот такое вот тоже может быть. Интересный тут сегодня расклад, очень глубокий нырок у нас, да, с вами такой. Ну, давай так. Он хочет, чтобы, условно говоря, им любовались, но тут уже нужно понимать, вы тут тоже звезда на его небосклоне или какая вы звезда на его небосклоне тогда, да, вот такое вот идет. Но, тем не менее, это заметная роль в твоей жизни и заметная роль или, знаешь, как бы это путеводная звезда. Вот, видишь, как родилась? Это роль путеводной звезды. Все. Ну, а тут отсюда и выходит, что он может быть и нарциссом, и каким-нибудь там известным публичным человеком, или просто лидером, да, в этих отношениях. Ну, такой вот месседж. Окей, давай немножечко, ну, как бы посмотрим, ну, его действия, да, его поступки. Следующий шаг его, да. Его следующий шаг по отношению к тебе судьбоносный, и на этот шаг следует ответить чем-то взаимным. Следующий шаг судьбоносный. Давай проверим, когда он проявится, этот шаг, да, и вообще. Ну, вас ждут переговоры, то, что я уже говорил, и эти переговоры будут, может быть, после какой-то паузы или какой-то изоляции, и на эти переговоры тебе стоит появиться. Давай спросим, что он захочет тебе сказать или о чем он захочет тебе сказать. Но он тебя будет, ну, как бы агрессивно к тебе будет относиться, и он тебе будет мстить, то есть он хочет тебя как-то уколоть тебя, вот, он хочет тебя задеть, вывести тебя на эмоции, то, что я тебе и говорил, видишь, то есть он как бы будет продолжать, ну, продолжать с тобой конфликтовать, да, продолжать конфликтовать с тобой он будет, ну, окей. То есть что он тебе хочет сказать? Что-то колкое, цепкое, чтобы вывести тебя опять на эмоцию, вывести тебя из состояния стабильности. Да, с его стороны будет инициатива, он будет проявлять эту инициативу, это будет как-то оригинально и манипулятивно, да, то есть он будет проявлять эту активность, чтобы пытаться управлять ситуацией, повлиять на ситуацию. И его вот поступки, они окажутся разными и хорошими, и нехорошими. То есть ты неоднозначно воспримешь его поступки. Да он и сам, может быть, эти поступки воспринимает неоднозначно. А вот неожиданностью станет, ну, все-таки какое-то, неожиданностью станет неожиданность, да, какая-то изворотливость или что-то ну, что-то необычное станет неожиданностью. То есть вас ждет какой-то интересный сюрприз на ближайшей встрече, переговорах, ну, в той необычной ситуации, куда он вас завлекает, произойдет еще что-то более необычное. Вот давай спросим, от чего он окончательно откажется? Но, возможно, он откажется от того, чтобы либо между вами что-то новое родилось, либо откажется от детей или от рождения чего-то. Да? То есть он окончательно откажется от рождения. Может ли это быть перерождение? Да, и может быть он не захочет пока открывать какую-то тайну. Может быть и есть какая-то тайна, которую он не хочет говорить, и он еще более не захочет ее тебе открывать. Да? Более закроется в себе. Но смотри, его поведение по отношению к тебе будет сохраняться таким, как оно и было. То есть он будет пытаться доминировать над тобой и в этой ситуации. А вот реальные действия могут привести его к некому результату между вами, и он, может быть, выполнит свое обещание и завершит свое обещание, особенно связанное с куплей, продажей, деньгами и поддержкой. То есть он может тебя еще и поддержать. Давай просто спросим, к чему приведет его выбор. Да? Его выбор к чему ведет? Его выбор пока что ведет к драме, но все зависит от того, насколько он будет драматизировать, а он будет нагнетать, и насколько вы будете поддаваться этой драме. Слышите, да? Вот такой вот месседж идет. Ну, давай немножечко все-таки к будущему и к развязке, да, этой истории.
Что или какой итог на данный момент в ваших отношениях формируется сейчас? Какой итог формируется сейчас? Но пока что у нас здесь и сейчас формируется разрыв между вами. Да? То есть, если спросить сейчас, будете ли вы вместе или не будете, то скорее нет, чем да. Но мы же отталкиваемся от того, насколько он будет драматизировать и насколько вы будете поддаваться. Да? А он вас будет провоцировать на разрыв. Окей. А что тебе нужно понять в этих отношениях, да? Смотри, свеча вот поэтому слабенькая течет. Что тебе нужно понять в этих отношениях? Ну, тебе нужно понять, легко тебе в этих отношениях или нелегко. Являешься ли ты музой для своего партнера? Или является ли твой партнер для тебя музой? Тебе вообще нужно понять о легкости. Это карта легкости, вдохновения. Поэтому вдохновляют ли тебя эти отношения? Пойми это. А какой урок несет эта связь? Ну, смотри, эта связь несет некий такой практический урок, где, возможно, ты отрабатываешь что-то кармическое, что не отработало, либо или не отработал, либо в прошлых отношениях в этой жизни, либо в прошлых отношениях не в этой жизни. Сейчас мы немножечко свечу сольем. И таким образом, зажигая свечу, мы с вами как будто бы запускаем энергию отношений, да? В вашей ситуации ключ, замок, язык. Амен. Гори. Гори, свеча. Гори. И на новые энергии эти отношения вдохнови. Вдохнови. Слышишь, да? Вот. Вот так и есть. Окей. Хорошо. Давай спросим. Понятно, что его шаги, они будут. Мы уже посмотрели. Но давай все-таки спросим. По урокам, понятно, это кармическая отработка, да, какая-то получается, как бы, и, как бы ты учишься преодолевать трудности. А стоит ли ждать его вот шагов, которые будут действительно в пользу вашим отношениям? Да, как бы не было драматично и как бы не было все плохо, но ваши отношения, как знаете, как отношения двух баранчиков, да, там, или двух козликов, или двух панд, не знаю. То есть вы как бы сталкиваетесь, а потом у вас происходит вот такая вот амурная карта. Окей, то есть стоит ли ждать его шагов? Да. Что откроется совсем скоро в ваших отношениях? Вы хотя бы будете понимать, за что он вас критикует, обвиняет, либо ревнует, и что ему не нравится в вас. Хорошая карта в этом контексте вопроса. На пороге стоят события важные для вас, где вы обозначите каждый свое место в этих отношениях. То есть на пороге события, где вы поймете, кто есть кто и кто какую роль играет в ваших отношениях. Это может быть и завершением отношений, поэтому может ли это стать новым этапом? Да, но тогда для этого старый этап должен быть закрыт. Должен быть тогда, чтобы начать новый этап в этих отношениях, то есть у вас должен быть закрыт гештальт. Переломным моментом может стать интимное влечение или похоть. То есть интим может стать переломным. Твоя сила находится в этой карте. Твоя сила либо в нерешительности, в пассивности, либо наоборот в решительности. Все, по-другому я тут никак не могу сказать. С одной стороны, это бездействие, пассивность и нерешительность. То есть в чем твоя сила? В нерешительности. Но тут надо понимать, ты постоянно нерешителен или ты постоянно активен в этих отношениях. Поэтому я так скажу, твоя сила в пассивности, а там уже применяй к себе, насколько у тебя ее много. Чем завершится эта история для тебя? Как минимум, это сочувствие. Может быть, я тебе сочувствую, или тебе высшим силам останется только посочувствовать. А, возможно, вы найдете ту эмпатию друг по отношению к другу, которая вызывает в вас внутреннюю борьбу и желание друг другу мстить. Совет тебе, просто совет. Какой бы скептицизм не вызвал в тебе этот расклад,
Сохраняй оптимізм і все буде добре. Почуємось, до зустрічі.